Всем доброго времени суток, Асакур совместно с Fish ESV с вами, и сегодня в мобильных хрониках хаоса мы покажем вам, на что способны Амира, новый Сатори и все мистики или же путь таинства в целом. Подписывайтесь на канал и мы начинаем. Прошло совсем немного времени с ввода игру Амиры, заметного улучшения Сатори, а также введения в игру особенности под названием Мистики. После этого все особенности преобразовали во фракции, поэтому к мистикам добавили Майю, Хайди и Лиен. Настало время показать, что они из себя представляют, и вы решите для себя, нужны они вам или нет. Для начала стоит рассказать вам о новом герое и о синергии в пути таинства в целом. Амира позиционируется как маг-поддержка с основной характеристикой интеллект и первым артефактом на защиту от магии. На экране изображены ее характеристики на максимуме. Позиция Амиры среди всех героев на 36-м месте, то есть в пачке она встает после Ксеши и Бередайзеком, тем самым чаще всего занимая 3-ю или 4-ю позицию. Таким образом, она находится в относительной безопасности внутри своей пачки против большинства героев. Краткое описание ее умений вы можете видеть на экране, остановимся на них поподробнее, потому что все они имеют действительно нестандартные механики. Первое умение, пожалуй, самый невероятный ульт, который только можно встретить у мага поддержки. Амира засыпает каждого героя соперника золотом, которое обладает своим собственным запасом здоровья в размере 272 тысячи на максимальной прокачке. Оно плюс ко всему может быть увеличено на 10% за каждого союзного героя из пути таинства. Если засыпанный золотом герой соперника наносит повреждения команде с Амирой, то он убавляет здоровье и своей горе золота. Через 10 секунд золото взрывается и наносит урон в зависимости от его остаточного здоровья. То есть, чем больше урона за это время нанес персонаж, пораженный золотом, тем меньше финального урона с этой способности он получит. Поэтому стоит отметить, что герои с массовыми способностями, такие как Кира, Орион, Лилит и так далее, справляются с золотом гораздо эффективнее. Однако вся хитрость кроется в том, что если, например, Амира ультанет под бафом на магическую атаку с чего-либо первого артефакта, то здоровье золота увеличится в геометрической прогрессии. А именно, оно будет иметь 400 тысяч хп, а урон при полном здоровье золота в таком случае составит 477 тысяч. И это без учета героев таинства, находящихся с ней в пачке. При 4 мистиках в таких же условиях золото будет иметь уже 600 тысяч хп, и сбить его полностью не представляется возможным, как и под шаром Небулы. Но более эффективной стратегией с Амирой станут герои, обладающие достойными способностями с оглушениями, например Данте с Арахной или же Безликий. В связке с ней он идеален тем, что раздает эффект с первого артефакта на пробив защиты от магии, тем самым позволяя наносить урон золота в полном объеме. Силовой бросок как раз поможет продержать героев соперника в оглушении как можно дольше, но самое мощное, что может произойти, так это копирование безликим данного умения. А это означает, что Доппельгангер умножит количество здоровья и урон золота на 2, и данные параметры будут рассчитываться от магической атаки самого безликого, у которого этот показатель на 7000 больше, чем у Амиры. Плюс ко всему, в такой ситуации на героях соперника одновременно могут находиться 2 горы с золотом. И если враг не снесет хоть половину здоровья каждой, то вся команда оппонента схлопнется за один миг. Поэтому по этой же причине Безликий страшнейший контргерой Амира, если находится в команде напротив. Все бы ничего, но 10 секунд до ожидания взрыва золота довольно продолжительный момент. Однако, даже если за это время сама Амира умрет, то золото не исчезнет, вследствие чего нередко возникают ситуации, когда уже мертвая Амира продолжает существенно влиять на бой, и команда с ней выигрывает в, казалось бы, даже самых отчаянных сценариях. Посмотрите сами. Также не стоит забывать о том, что Амира, ультуя, раздает эффект с первого артефакта на защиту от магии, вследствие чего сражаться магами против нее становится сложнее, тем более если еще учитывать ее третье умение, но об этом чуть позже. Не только магам тяжело сражаться против Амиры, но и критовикам тоже приходится несладко, так как ее второе умение было создано специально против них. При применении честной сделки накладывается негативный эффект на всех ловкачей соперника, превращая их криты в так называемые неудачи, при которых каждый крит превращается в удар, который наносит в 2 раза меньше урона по сравнению с обычной атакой. Плюс ко всему, данным умением Амира еще и увеличивает шанс крита, чтобы эти самые неудачи проскальзывали как можно чаще. Таким образом, честная сделка великолепно сочетается с пламенным возмездием Гелиоса. Эти два персонажа в связке работают следующим образом. Амира временно сильно увеличивает шанс крита физикам соперника, но крит
Лилит вместо того, чтобы нанести в 2 раза больше урона, наоборот, наносит в 2 раза меньше урона. Да еще и к тому же, за каждый критический удар, в нашем конкретном случае неудачу, сфера солнечного ветра Гелиоса все равно будет наносить ответный урон атакующему критовику. Поэтому использовать пачки на базе Джета против Амиры – сомнительная затея. Но в то же время бороться против нее, при условии, что нет Гелиоса, с помощью истинных критовиков под чистым уроном Себастьяна в целом можно, но эффективнее всего против Амиры будет именно Ясмин из-за ее яда, так как он накладывается с каждым нанесением критического удара, а шанс нанесения критов как раз будет увеличен ее умением и умением Джина. Третья способность активирует положительный эффект на всех союзников, которые блокируют входящие магические повреждения от героев с базовой характеристикой интеллект, если они ниже определенного значения. На максимальной прокачке Амиры данное значение составляет 45298, что позволяет не получать урон от некоторых способностей магов. Например, с помощью покровительства полностью блокируются ракеты от Ориона, цепная и верхняя молния Ларса, шипы от Кристи, щит Пеппи, вторая и третья способности Лиен и так далее. Под бафом на магическую атаку с того же первого артефакта от любого мага в команде с Амирой или же под шаром Небула также повышается значение заблокированного урона с покровительства и, следовательно, больше возможностей нейтрализовать более широкий круг умений с магическим уроном. Эта способность очень похожа на 4-е умение Альванора, только разница в том, что Альванор снижает входящий физический урон, а Амира именно блокирует входящий магический урон, который ниже или равен определенному значению. То есть, если же урон выше указанного в описании способности Амиры, то он нанесется в полном объеме, в то время как у активированной руны Альванора он срежется на определенную часть. Покровительство длится 8 секунд, а перезаряжается всего 12, что, конечно же, позволит союзникам провести под данным бафом 2/3 боя, а на героях таинства оно активно всегда, до смерти самой Амиры. Напомню, что магический урон с данной ауры съедается только от героев с основной характеристикой интеллект и не касается Лилит и Йоргена, так как они силачи. Но, кстати, для силачей Амира также подготовила еще одно, последнее испытание. Испытание выносливости. Так называется ее 4-е умение, которое сжигает силачам 50% энергии, если их параметр здоровья ниже, чем 569 тысяч. Если же объем ХП выше данного значения, то Амира сжигает всего 5% энергии. Под категорию героев с более низким показателем здоровья, указанным в данной способности, сразу попадают Астарот, Корвус, Андвари, Джу и Тристан. А это означает, что каждые 13 секунд данным героям будет сжигаться половина энергии, причем умение действует не на ближайшего силовика, а на всех присутствующих в пачке силовиков сразу. Для всех остальных танков усугубляется ситуация тем, что если Амира получит тот же самый пресловутый баф на магическую атаку от первого артефакта союзного мага, то сжигать энергию она будет не только вышеперечисленным героям, но и всем остальным силачам, кроме Руфуса. Все эти умения делают Амиру крайне опасным и непредсказуемым магом, которого стараются избегать. Она по своей роли больше похожа на самостоятельного дэмэдж-дилера, чем на героя поддержки, поэтому эффективнее выстраивать команду именно вокруг нее, с теми же героями таинства и персонажами с контролем. В пачке с Сатори ей довольно тесно, лучше выбрать кого-то одного из них. К слову о Саторе. После введения мистиков его включили в данную особенность наряду с новым героем Амирой, с танками Руфусом и Зири, а также с героями поддержки Селестой и Мартой. Позже особенности преобразовали во фракции и приобщили к ним Маю и Хайди, но что действительно важно, разработчики также добавили к ним Лиен и Андвари, которые как раз отлично сочетаются с Сатори. Теперь за каждого героя таинства в пачке огненный лис накладывает дополнительную метку со второго умения, то есть если все герои в составе с Сатори из одной фракции, то с изгнанием духа уже через 5 секунд с начала боя на каждом герое соперника будут располагаться по 5 меток, что эквивалентно отложенным 333 тысячам магического урона с учетом максимальной прокачки и активированного первого артефакта самого Сатори. У лиса с героями таинства модифицируется всего лишь одна данная способность, но ее влияние на ход боя сейчас в корне меняет отношение к Сатори и делает его одним из мощнейших магов в игре. Чтобы показать его раскрывшиеся возможности, быстро пройдемся по арене. Атаковать будем преимущественно героями из пути таинства, добирая несколько других персонажей по ситуации. Сейчас нам предстоит сразиться против классического Кархапака с Йоргеном. Как раз то, что нужно, чтобы показать мощь Сатори против манипуляторов с энергией. В качестве танка с Сатори все равно воспользуемся эталонным и универсальным решением Астаротом, а на вторую позицию обязательно добираем Андвари от подбрасываний. Смещая Лиса на третью позицию, к нему в поддержку мы возьмем Селесту и Безликого, и таким образом в нашей команде находятся 3 героя таинства,
а это означает, что со второго умения Сатори будет накладывать 3 метки. Многие маги, как и сам Сатори, играют от ульты, и поэтому самая главная задача — создать ситуацию, в которой он будет находиться в безопасности и постепенно накапливать энергию для высвобождения дополнительных меток от Карха и Йоргена. Безликий отбрасывает танка соперника, Карх стремительно теряет здоровье от входящих магических тычек, Селеста меняет форму и Кальмар погибает первый раз, его воскрешает Астарот. Не успев ультануть, он теряет энергию, поэтому у нас еще есть достаточно времени для подзарядки к хищной стае. Карх снова собирается ультовать, но Андвари каменной хваткой прерывает его планы. Сатори наконец-таки накапливает энергию и ультует, огромное количество лисичек бегут к Йоргену и Карху, отчего те оба погибают даже без активированного артефакта Безликого, пробив защиты от магии. 3 оставшихся героя у соперника не представляют для нас никакой угрозы, поэтому мы успешно заканчиваем данный бой. В следующем бою нам предстоит сразиться против классического Пака оленей. Здесь мы можем позволить себе использовать самый старый классический вариант Сатори, также с Йоргеном, Мартой, Астаротом и Безликим. Уязвимым звеном в пачке соперника так и остается Йорген, который со своих автоатак накапливает дополнительную энергию и начинает подсвечиваться от огромного скопления меток над ним. Верхняя молния попадает в Сатори, вследствие чего он накапливает энергию, но продолжает находиться в оглушении. Йоргена ультует, Ларс цепной молнией дозаряжает Безликого, отчего тот также накапливает энергию и ультует вместе с Сатори, тем самым раздавая эффект от первого артефакта, пробив защиты от магии. Это позволяет лисам нанести катастрофические повреждения оленям и спокойно завершить еще один бой. На очереди бой против классической Криты Киры. Йоргена поменяем на Андвари с пути таинства, добавив тем самым дополнительную метку с очищением духа, сместив Сатори на 3-ю позицию в пачке и обеспечив всю команду еще одним артефактом на броню. Заменим Марту на Селесту для того, чтобы Кира своими тычками быстро заряжала ее, и она уже с половиной энергии вносила свое влияние лечением и артом на магическую атаку. И вместо Безликого доберем, конечно же, Лиен, чтобы она могла останавливать Киру после каждого ее рикошета. Магического урона без пробива Безликого против такой пачки нам должно хватить, поэтому погнали. Кира второй же тычкой сносит более половины здоровья Сатори и следующим лезвием добивает его. Он воскрешается Астаротом, который в это же время раздает баф на броню. Лис ультует, серьезно раня Андвари и Джета, а также убивает Себастьяна и Киру, но ее воскрешает Астарот. Кира ультует и добивает Лиен. Наш состав едва живой, но ему все же удается добить ее, благодаря тому же очищению духа. После этого момента победа у нас в кармане. Наш следующий соперник выставил в защиту Тесака, Андвари, Йоргена, Ксешу и Безликого. Первый раз встречаю подобный состав с Ксешей, поэтому отнесемся к нему более внимательно. Ответим Безликим на Безликого соперника для дополнительного спейса, а также мы можем оставить Андвари, чтобы Тесак крюком не вытягивал никого из нашей команды. А Селеста здесь нам пригодится. Стартуем. Поначалу бой развивается спокойно. Йорген накладывает на наших пытку бессилием, ультует Ксеша, серьезно раня Андвари. Вражеский Безликий откидывает Астарота, и Андвари все-таки погибает, его воскрешает Астарот. Параллельно с этим, Сатори и Безликому хватило времени для подзарядки, и они за миг уничтожают всю вражескую команду. И в последнем бою к первому месту мы встречаем Крита Киру, но уже в вариации с Галахадом. Против нее воспользуемся той же пачкой с Лиен, но заменим Астарота на Зири, чтобы критовики получали немного своего урона обратно. Плюс ко всему, с веера Сатори будет накладываться сразу 5 меток. Мощь нашей пачки меньше на более чем 120 тысяч, но думаю мы справимся. Вперед!
Кира первой же тычкой сносит половину здоровья нашему Сатори. Он накладывает на всех соперников по 5 меток, и в тот же момент критующая каменная хватка Андвари добивает нашу Лиен, Зири ультует и закапывается. Следующая тычка Киры заряжает нашего Сатори, его своевременно лечит Селеста, и он все же успевает прочесть заклинания, выпуская тем самым лисов, урон которых просто катастрофичен для всей команды соперника. Финальный бой выигран. В итоге определенно точно можно сказать, что Амира и Сатори сейчас являются одними из самых авантажных магов в игре, а благодаря героям таинства их можно использовать чисто внутри своей фракции, так как достойных героев поддержки там более чем достаточно. Наряду с хаотиками данное объединение представляет большую угрозу многим актуальным пачкам, существующим на данный момент в нашей игре. Надеюсь, полученная информация сможет вам пригодиться. В любом случае, я не откажусь от вашей подписки и лайка, вам не сложно, а мне приятно. А если кто-то хочет поддержать меня дополнительно, как эти люди, то рекомендую ознакомиться со спонсорством и его преимуществами на моем канале, нажав на кнопку «Спонсировать». Благодарю Fish и ESV за предоставленные бои, а мы еще совсем скоро увидимся. Всем спасибо за просмотр.